можно. Символический левел. Классе риторическая инстанция. Две трансцендентали у Огаса. Источника равно черная дыра. И рацио. Второй левел — вера, сомнение. И третий левел — фидес, скептис. Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силой, видение конца. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево Врошерска-Шиика. Пора обратиться к старому другу. Если Зеффы бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом. Наконец, я его нашел. Астриум. 1000 лет назад он был у мудрецов Зеффо. Я держу в руках частицу галактической истории. Я никогда не смогу отблагодарить Тарфула достойно. Ты понимаешь, что это значит, мой друг? Не нужно возвращаться на Датамир. Тьма препятствовала всем попыткам добраться до Астриума в гробнице Куджета, однако сила открыла новый путь. Огана. Антология психики. Главы как и планеты. Тезис. Спасает другого, показывая себя, обнаруживает добро в тайне. На этот сигнал приходит антитезис и убивает другого. То есть антитезис в другом убивает его. Антитезис связан с другим. Понять антитезис равно другой. Затем синтез, возрождение Ордена. Тезис равно Кел равно малая часть, равно целое. Через технологию, механизм БД-1. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Возрождение Ордена. Интуиция. Аналогия равно Фибоначчи. Золотое сечение. Целая, малая часть и большая. Протагонист. Встречает механизм. Равно БД-1. Уже умеет управлять механизмом. А тот ему показывает карту. Когнитивную карту. Плюс запись БД-1 равно алгоритм. Архетип.
BD1 равно важность, фокус, управлять, чинить механизм. И, конечно, его поломка. Интеллектуальная защита через антиквафобию. Основные скиллы: психометрия и скан БД. Steam БД как зависимость, так и помощь. Гора. То, что видно сдалека. Альфа и омега. Семя и потенция. Ты видишь, но оно далеко. Равно дуэзис. Равно диалектика. Зефа. В прошлом прораса мирная. Изучала дата-мир. Равно хаос. После смерти другого и появления другого. Антиквафобия. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Зефа. Первая сила – заморозка. Выход из потока. Сознание. Шок – это не агрессия или бежать, а подавление сознанием всего. Диссоциация. Что стоит на пути, становится путем. Вторая сила – толкать. Говорить «нет». Зубы. Зло. Экстериоризация. А на Зефа – отсылка к древу. Путь от антиквафобии через природу. Равно отрицание тела. Плюс на Зефа активировали старый механизм планеты. Равно невроз защита. Тело равно древо. Равно отрицание роста. Равно аналогия роста флоры level up. Гуманистическая психология. Пирамида Маслоу. Самоактуализация. Мы что, сами открыли путь для Империи? Антитезис с ним, как зеркало, отражение. Равно верифицируемость, равно фальсифицируемость. Кашаик. Третий. Притягивать. Говорить «да». Добро. Интериоризация. Сила течет во мне. Она связывает нас. Именно после Кашаика равно природа, равно древо и вуки, равно тело. Летим опять на Зефу, равно традиция, равно руны. И второй мудрец, гробница. И там антитезис. Сеет сомнение. Именно антитезис как сомнение. Хотя антитезис, стычка, была с ним уже, и другой спас нас. Плюс механизм спасает нас от антитезиса. Антагонист винит во всем другого, а не себя. Ты чудовище. Я то, чем меня сделала Цера. Все скиллы связаны с мудрецами Зефа, а двойной прыжок и дышать под водой с Кашаиком, природа, древо. После притягивания интериоризация – новый антитезис, в котором нас ловят, и мы в тюрьме на арене, равно кризис, равно суд. Тюрьма глубоко под землей. Подземелье – классика архетипа, равно ион. И в нем отсутствует механизм, равно BD1 и меч. Сброд Гаксиона разбирает дроидов, равно механизм, равно расщепление механизма. Сбой. Случайное. Непорядок, равно контроль, равно империя. Обсессия, повторение. Гладкие прямые формы. Нет разнообразия. Плюс музыка на арене такая же, как и в начале на свалке. Изгой, орда, случайное, сброд, хаос. Путь через древо. Дают водную маску, вода и рацио. Наконец я пришел к тому, что было до истребления. До смерти мастера Топала. Двойной прыжок. Кашаик. Тело. Древо после подземелья. И если в этом целом равно птица, ты сможешь увидеть дистинкцию, равно антитезис, равно дуоэзис, то она тебя унесет к цели, равно астриум. Плюс следующий левел скиллов в древо развития умений. Важный этап. Чекпоинт. Развитие геймплея. Этот двойной прыжок связан с образом птицы и поднятием от корней в высоту. Вертикальная иерархия. Вверху птица, полет, равно абстракция. Гор, всевидение, птица. Плюс эта птица последняя в своем виде. Один, целое, не двузначное. Кордова нашел астриум на древе. Все через тело, природу. Дата-мир. На дата-мире реальный антитезис, равно смерть, равно некромантия,
равно алхимия. До этого всего лишь были намеки, противоречия, а не антитезис. Датамир — память. Он все помнит, невроз. Что ты должен принять свои эмоции. Женская, как реальный антитезис. И осталась одна. Кому нужен тот антитезис? Архетип руин. Зомби греческо-викинги. Руины. Древний Египет. Нотация в игре. Скан BD1 рун. Писцы рун очень ценились, как в Египте. На Датамире символически карабкается вверх. Когти. Болото, падение вниз. Путь через углубление, познание, традиции. Все указывает на традицию, как отношение к герою, реплики и руины. Датамир — прошлое, которое нельзя изменить. Меч равно механизм, равно сломанный. Нужно новый, свой механизм, равно меч. От мастера остался меч, равно механизм. А BD1 как культурное средство. Дуоэзис как сомнение, 2, равно вина перед учителем, 1. Двойка как возврат к одному. Вина равно сомнение, 2, равно смерть мастера, равно отца, равно 1, равно синтез, но дуоэзис. Кастрация. Путь через создание нового меча и смерть старого меча. Механизм. Вина перед Богом. Только так можно понять, что он был. Связь. Механизм погубил Зефа. Меч и Галакрон. Равно все вокруг нас механизм. Равно путь механизма. Антиклофобия. Та была раса бесконечная причинно-следственной связи. До нас были они. Страх оставленных артефактов. Гиперболизация. Гигантизм структур. Аргументум et antiquitatem. За основу взяты аналогия идей. Евклида, аксиома параллель и Лакан, имя отца при форклюзии. Терминология. Скептис, параллель сомнения. Фидес, параллель веры. Скептема, не пересекаются. Фидема, пересекаются. Скептис, сомневаться в сомнении, кардинально иное сомнение. Реальное сомнение. Второй левел. Первый левел — Декарт тезис. Сомневаться в сомнении нельзя. Автономность. Вера в сомнении. Потенциальная возможность сомневаться в сомнении. Реально иное. Констатация разрыва рацио и рационального. И сказал безумец в сердце своем нет Бога. Отрицание чего нет. Невозможно. Логически. Рационально. Сомневаться можно в двузначном. А вера однозначная. Равно целое. Или дуоэзис. Целое. Составное. Дистинкция. Сомнение как различие. Диаболос. И как разделение. Символон. Отсутствие разницы между сомнением и верой. У знака может быть любое, означающее и означаемое. Плюс есть третья линия, сплошная. Гипотетический дуоэзис. Скептис и фидес. Фидскептезис. Сомнение как шизофрения. В позитивном смысле шизоскептис. Процесс, через который можно разделить целое, равно автоматику. Шизоиндукция, шизодедукция, логический квадрат. Шизофидес через аналогию. Целое, малое, большое. Фидес. Иррацио рациональное. Юмтезис. Есть и должно. Параллели пересекаются. Целое через дистинкцию. Отношения множат. Релатио мультипликат тринитатем. Вера может быть сомнением. И есть разница между верой и сомнением. Вера равно большая часть, сомнение равно малая часть и целая. Функция. Переменная не может быть беспостоянной. Механизм, технология. Вера равно постоянная, большая часть. Сомнение равно переменная, равно малая часть. Степень влияния независимой переменной на зависимую переменную равно внутренняя валидность, равно эффект Розенталя. И помни, верь только в силу.